Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня у меня для вас подборка полезных советов для стирки. Эти советы помогут вам сэкономить ваш семейный бюджет. Надеюсь, что информация окажется для вас полезной. Совет номер один. Как почистить, помыть, то есть вот эту вот резинку, особенно вот эти вот места здесь, безопасно как ее помыть, почистить без вреда для самой этой резинки. Все просто можно воспользоваться обычной перекисью водорода. Я делаю такую процедуру в основном, когда примерно раз в неделю, раз в две, когда убираюсь полностью в ванной комнате и сразу провожу дезинфекцию и здесь, и мою сам лоток. Делаю следующим образом, беру либо ватный диск, можно либо взять даже салфетку, в принципе, что вам удобно, наношу на нее перекись водорода, так обильненько, и протираю резинку. Всю ее полностью прям протираем. Особенно вот эти вот внутренние места. Если у вас также еще появился в машинке затхлый запах, то прямо тут в эту резинку прям можно побольше так перекиси. Хорошенько прям добавляете. Выдержать 1-2 минуты и все это протереть. После этого машинка у вас будет всегда, то есть чистенькая, без каких-либо запахов. Если не знали такой простой хитрости, то берите на заметку. Тем более, что перекись стоит очень дешево, соответственно, получается очень бюджетно. Я ее всегда дома держу, у меня их так как минимум 2-3 таких маленьких бутылочки всегда в запасе. Я их активно применяю в быту, поэтому и вам советую. Следующий совет. Если вы, как и я, любите стирать на быстрых режимах, таких как, допустим, Mini 30, довольно часто, то имейте в виду, что при таком режиме порошок практически не растворяется, так как температура воды в этом случае будет градусов 30. И, соответственно, это просто приведет к тому, что просто ваши канализационные трубы сильно забьются из-за того, что большинство современных порошков не до конца растворяются при такой температуре. Даже если производитель пишет, что этот конкретный, допустим, порошок растворяется при низкой температуре полностью, то поверьте, он, конечно же, не растворится, потому что есть много случаев и от моих знакомых, и у меня самого такое было. Поэтому можно сделать следующим образом, чтобы такого не было. Перед тем, как засыпать порошок в отсек для порошка, нужно его просто предварительно растворить в горячей воде. Берем такую подобную емкость, или какая вам удобная, растворяем сухой порошок в ней, где-то в миллилитрах 200-300 горячей воды, и выливаем в этот отсек. После этого, естественно, ваши трубы не забьются. Конечно, кто-то может сказать, что можно использовать и жидкие гели для стирки, но они, конечно, они не засорят канализационные трубы, но они не всем по карману, они не такие бюджетные, конечно, и стоят гораздо дороже. И последний совет. Иногда случается, допустим, что во время стирки вы видите, когда уже идет сам цикл стирки, вы видите, что, то есть порошок, его мало, плохо распенилось, и надо бы добавить, но как его добавить, если уже стирка идет? Можно сделать следующим образом, прям сразу сюда во время стирки добавляйте немного моющего средства, либо гель, либо также можете разбавить порошок и смыть его хорошенько, естественно, водой. Где-то берете примерно или в такую же емкость 500 где-то миллилитров воды и хорошенько сюда заливаете, и все. И таким образом ваше моющее средство попадет в основной цикл стирки, и пены будет достаточно, и все хорошо постирается. Если не знали такой простой хитрости, то берите на заметку. В этом видео хочу рассказать вам, в каких случаях моющие средства лучше добавлять в барабан стиральной машины, а в каких случаях лучше добавлять эти средства только вот этот отсек. Начнем с барабана стиральной машины. Какие плюсы, если порошок добавлять именно только в барабан стиральной машины? Первый плюс — это если порошок добавлять непосредственно в барабан, то количество моющего средства сокращается, потому что оно напрямую соприкасается с бельем. Поэтому, если вы кладете порошок именно в барабан, то добавляйте его меньше. Второй плюс — это то, что не будет мораться лоток. Если моющее средство засыпать только в барабан, то лоток, конечно, остается всегда идеально чистым. Но есть одно но. Все это работает, если вы не пользуетесь кондиционерами. Потому что кондиционеры нужно засыпать только через отсек. И все мы, конечно, знаем, что кондиционеры очень сильно морают этот отсек. Создают там, естественно, плесень. Поэтому, если не пользуетесь кондиционерами, то, конечно, время на чистку лотка
засыпая порошок в барабан, вы однозначно сэкономите. И третий плюс, если порошок засыпать именно в отсек, то частицы порошка, когда они проходят через кювет, могут прилипнуть к его внутренним стенкам, а при полоскании попасть на белье. Если вы засыпаете порошок именно в барабан, то такого, конечно, не произойдет. Белье лучше и быстрее прополаскивается. Вот таких вот 3 огромных плюса, если порошок засыпать именно в барабан стиральной машины. То есть экономится и порошок, и лоток не будет так мораться, и вещи быстрее и лучше прополаскиваются. И теперь поговорим о минусах. Первый минус. Когда мы порошок засыпаем именно в отсек для порошка, когда происходит забор воды, то порошок вымывается, и в этот момент он частично растворяется. То есть, а когда в барабан стиральной машины, он уже попадает частично растворенный. Когда же порошок мы добавляем именно в сам барабан стиральной машины, то в барабане порошок растворяется подольше. Следующий минус. Если вы стираете темное белье, то порошок лучше добавлять именно в отсек, потому что почти все современные порошки в составе содержат либо отбеливатели, либо пятновыводители. И, конечно, попадая на одежду, особенно на темные вещи, порошок, конечно, может оставить светлые следы. И, естественно, из-за этого вещь может быть испорчена. Также не добавляйте порошок прямо в барабан, если у вас режим предварительной стирки. То есть, как только у вас машина предварительно постирает белье, она обязательно сделает слив. И вместе с этой водой уйдут и все моющие средства. И последующая стирка у вас будет уже без порошка. Конечно, белье и не простирается. Если только у вас режим с предварительной стиркой, порошок добавляйте обязательно сюда. И последний момент, это не добавляйте в барабан стиральной машины кондиционеры, потому что они добавляются только на финишном этапе стирки. И теперь давайте поговорим о тех средствах, которые и производители сами рекомендуют добавлять только в барабан стиральной машины. В первую очередь это капсулы для стирки. Их огромное разнообразие, и капсулы, естественно, добавляют в барабан стиральной машины. И поэтому, если их добавлять в отсек, то они медленно вымываются водой, и остатки этого средства могут попасть на завершающую стадию стирки. То есть и именно на полоскание, допустим, либо на отжим. И вещи после стирки могут быть не идеально чистыми. А вот именно кальцинированную соду сам производитель говорит о том, что лучше всего добавлять именно ее в отсек. В отсеке она будет вымываться водой, лучше растворяться и, соответственно, лучше простирывать. И на этом у меня все. Рекомендую учитывать все факты, о которых я сегодня вам рассказал. Для того, чтобы ваша стирка была экономной и, естественно, качественной, обязательно соблюдайте эти алгоритмы стирки. И правильно закладывайте порошок и верно используйте именно порошкоприемник. Всем пока!